Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы с вами посмотрим в очередной раз пугающие, страшные, паранормальные явления, снятые очевидцами. Не будем долго затягивать и сразу переходим к роликам. Устраивайся поудобнее, прожимай лайк, подписывайся на канал, прожимай уведомления, чтобы не пропускать очередные интересные видосики. Приятного тебе просмотра, погнали! В 6 часов 40 минут утра одной бабушкой, которая работала в поликлинике, засняла призрака. И вот, сейчас мы посмотрим, что именно она сняла. То есть выложил этот ролик ее внук, а это бабушка, которая затем работает. на нее падает таинственный белый свет, и звонок заставляет дверь захлопнуться. Этот следующий Какой клип звонок? был Чё снят ты в несешь? больничной палате вскоре после того, как скончался пациент. По-видимому, это был член семьи, который хотел запомнить их. Перед местом упокоения отца из Переводчик ниоткуда просто, появилась да, таинственная темная ломает фигура мозг в у меня форме прям. человека, Что? которая Чей, блядь, прогуливалась родственник? мимо Кого? И кровати. причем это та же самая бабулька? Кто прошелся? Это та же самая бабка? Ну, походу нет, Она раз не пишется про рассеивается, тот чтобы никогда больше ТикТок. ее не увидеть. В следующем клипе Веры Так, Рамиреса это уже показано следующий нечто клип. леденящее душу. Приглядитесь повнимательней. Мгм. Это все в больничке. Губка Боб грызет ногти. Мне вообще кажется, самое страшное Таинственная сочетание темная фигура, призраков видна идущей по и коридору, больницы однако через конкретно. несколько Вот секунд, почему-то когда это камера поворачивается ужас назад, наводит. там никого нет. Тик-так зрители были встревожены этими жуткими видеороликами, снятыми в больницах, Так, но они зрители были доказали, напуганы. что в этих больницах водятся Понятно, привидения. дальше мы Вы пойдем. Так, а тут, ребята, многоквартирный дом. И как вы думаете, кто это снимает? Наверное, по субтитрам вы уже догадались, естественно, в Японии. Мне кажется, нужно следующую подборку брать именно из Японии. Там больше всего постановы, но зато какой интересный. Так, и что же они здесь сняли? Они решили здесь установить камеру. Короче, они просто оставили камеру в больнице и все. Ну, так еще проще, по-моему, да, сделать. Ставил камеру, как будто бы я иду завтра в заброшку, ставлю там на ночь камеру и все. Ну, как будто бы. А по факту там сделал все, что угодно. Ну, такого придал шороху. И все. И вот те много просмотров, лайков и комментарий по типу «Да-да-да, там это что-то было». На камере ночного видения охотника за привидениями, установленной в цитируемой квартире с привидениями, запечатлен Видно шар, пылинку. Я появляющийся так и из подумал, ниоткуда и что вот проплывающий по пылинку комнате. эту прям После чего зацепит. можно увидеть, как что-то темное заглядывает в комнату, прежде чем он исчезнет из поля зрения зрителей YouTube. У меня мурашки побежали по коже от видеозаписи, У меня снятой мурашки статической от твоей камерой ночного какашки. видения охотников за привидениями, и многие Это- считают, что это призрак, Это что-то которого видели в призрачное квартире под нас, несколько конечно. человек. Тут Нэнси, девушка, как обычно, проснулась из-за каких-то шорохов, установила камеры. В общем, все по стандарту. Давайте смотреть. И услышала, как мой сын и мой муж Майк играют внизу. По какой-то причине что-то подсказало мне посмотреть на радионяню в приложении, которое у меня есть Шестое на чувство, телефоне. блядь, тебе Вот подсказало. что я увидела, и я сразу же. Началась запись с экрана, на котором можно увидеть Это пылинка таинственный опять. белый шар, парящий над игрушками сына Нэнси. Она хочет, чтобы ей лучше Шар, прийти как в ты себе доверие, представляешь? Шар, что там это есть. что-то Чтобы шар, увидеть блядь. то, А это что она может видеть своими шарик, собственными блядь, это глазами, точка. вот что. Случилось так, что я вошла в это царство и ничего не смогла разглядеть. Я вошла в невооруженным это глазом. царство. Вокруг плавала пыль от насекомых и так далее. Я даже Гномье включила свет, царство. чтобы посмотреть, вижу ли я что-нибудь невооруженным глазом. Ничего. А невооруженным. И тут я пошла вооружить свой глаз. По Нэнси каким-то заходит в обстоятельствам комнату, я но она этого не вооружила видит. глаз не Однако тот. ее радионяня показывает, что в остальном все, что было замечено, парит вокруг игрушек моего сына и стула.
Странная пылинка на самом деле, но... Прямо сейчас я просто наблюдаю за этим через приложение Ring и записываю на экран с помощью своего телефона. Шар все еще отчетливо виден. Видимое на радионяне изображение можно увидеть плавающим по комнате, но хотя Нэнси может видеть это на своем телефоне, она Типа, все ну, равно не может странненько, видеть да? этого в реальной жизни. Она стоит Пока прямо предположение там, в голову рядом с мне ним, не поэтому падает, она что сделала это вот вот что. прям такое Я начала могло быть. общаться с ним. Я попросила, чтобы он прикоснулся к моей руке. Я попробовала еще раз, но в Ну-ка. другом месте. И Ну-ка, произошло ну-ка. кое-что интересное. Ну-ка, давай. Не буровь там. Мне кажется, что он немного волнуется, когда я снова протягиваю руку, как будто он думает о том, чтобы прикоснуться к ней. Но потом волнуется и пытается найти способ, чтобы вы оказались на моей руке. Что ж это за Поэтому я муха-то решил такая? встать и выйти из комнаты. Я сказал, чтобы это ни было. Что я собирался позволить, с ними можно поиграть. Игрушки моего сына до тех пор, пока они уважают наше пространство. Она уважают поговорила моего с духом сына и говорит пугают такая, его. Нэнси играйтесь, протягивает руку и играйся с просит, игрушками чтобы он моего коснулся её сына, руки. да? И похоже, что он реагирует. Но когда она пытается снова, Шар, кажется, впадает в панику. Она говорит ему, что это разрешено. Чтобы играть с игрушками до тех пор, пока это уважает ее семью и не пугает Это ее такой сына. перевод, Тогда это происходит вот просто... что. Он продолжал вертеться вокруг Play-Doh и делиться, даже когда меня не было. В этот момент Майк получает уведомление о том, что в комнате моего сына есть движение. Это я выходил из комнаты. Комната. Он видит шар света через приложение «Кольцо» на своем телефоне. Поэтому он поднимается наверх, и мы вместе проверяем это. Мы продолжаем видеть шар света в темноте, но не невооруженным глазом. Мы можем видеть его только через приложение Мне «Кольцо» одно на моем вот телефоне. только Я вышел из в голову комнаты только прямо одно сейчас. дает Его там больше понятие. нет. Что Это же это такое мог на самом быть деле, боже мой? Где же какая-нибудь это типа а-ля находится? лазер. Так что Но я это тоже для нее занимаюсь было бы, да, исследованием видно. В паранормальных явлений плане неполный рабочий красные, день. если Но какая-то оборудование указка. все еще сбивает меня с Зелен, толку. да любой Так что я цветом было бы пытаюсь это видно. А сделать. какую можно было бы видеть только на камере ночного видения? Выясните, не является ли это чем-то вроде инфракрасного Нужно излучения понимать или технические чего-то в этом составляющие, роде. чтобы Я действительно не четко совсем знать, уверена, что это могло понимаю, быть. Вот но сейчас, если кто-нибудь как может бы, мне ну, помочь. Это просто я не понимаю. показалось мне Может, вы разумным. понимаете? Пишите. А, что-то я такое подобное видел. Что? А как это? Это какая-то картина так воссоздана? Что? Это как-то так нарисовано, что ли? Сейчас нам, естественно, скажут, он зашел в потусторонний мир. Когда дурачок-обманщик дотягивается Дурачок-обманщик. до странного рисунка из кирпичей на окне, он наклоняется, и становится ясно, что он может двигаться сквозь стекло. Но с другой стороны мир выглядит довольно странно, почти как картина маслом. Это таинственное видео озадачило зрителей. Да это картина маслом, ребята. Многие Я так и предполагают, назову что это обманутый клип. дурак Картина вошел в маслом. другое измерение, однако другие утверждают, что обманутый дурак просто гений в редактировании. Вот Но именно, как вы вот. думаете, бутылка в другое измерение или Обманутый просто дурак, ложная это мы с правда? тобой. Скажите Вот мне, сейчас сидим и Спиноза, как дураки этот смотрим на следующий это. Так, тут Перу, город, да, там, я так понимаю. И вот один еще ютубер какой-то хотел прийти. Это кладбище у них, я так понимаю, да? И тут он хотел Там что-то наверху все запечатлеть. это усыпальницы. Усыпальница это, вот так вот. Ничего себе кладбище, прикинь. Я сначала подумал, что кладбище он пойдет, а это какой-то городок. Я слышу, как дети кричат там, в могилах, но я никого не вижу. Подождите, я что-то вижу. Может, ты хотел сказать, я что-то слышу? Где? Где Я твой только что видел что-то там, наверху. крест? А это не мог быть человек, который тоже пришел и там что-то, ну, не знаю. Сегодня, именно в это время он решил положить
Что-то только На что могилу сдвинулось с цветочек места. или как, на Что же это усыпальню. было? Черт возьми, что это 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 было? Он сейчас призовет кого-то. Реплей. О! Там чудеса. Фрэнк слышит Там звуки леший криков, бродит. доносящиеся из могил на холме. Он поднимает голову, и что-то очень быстро движется между надгробиями, а затем запечатлевается камерой ночного видения Фрэнка. Таинственная тень быстро движется по стена на большой скорости, прежде чем исчезнуть. Фрэнк Просто видит сколько это вне поля таинственных зрения, теней. Да я бы но когда усрался он бы идет тогда. проверить, нет ли кого поблизости, Фрэнк продолжает Причем, я так свое понимаю, он расследование это и видит снимает прям, это то на есть это камеру. не на Я не камере, знаю, говорят, я да, видел там на что-то повторе твёрдое и на так вершине далее, горы, когда-то что там, и он движется. прям, ты Это было смотри, я похоже там на увидел. человека, но тогда И снизу там, его смотри, смотри, я Я там только тоже что видел увидел. нечто похожее на тень, какое-то святое дерьмо. Обычно Я такое... слышу что-то еще. Какое-то святое дерьмо, чувак, видит. Блин, ну стрёмные у них, да, вот эти. А чё ты не сказал, что этот белый огонек это что-то тоже? Еще кто-то пробежался, да? Фрэнк слышит что-то совсем рядом. Смотри, ща Он покажет. У сканирует меня-то глаз местность да глаз, своей смотри. камерой ночного видения. И хорошо, Кто-то вы показался, уловили это, когда Фрэнк поворачивает камеру влево. Можно увидеть таинственную темную вещь, быстро появляющуюся, прежде чем она исчезнет в темноте. Зрители телеканала Франко ТВ были на грани срыва. Во Блин, время не этого знаю. расследования, проведенного на жутком кладбище в горах Перу, многие говорили, что это Я просто в таинственное голове существо, пытаюсь вложить, как бы я ходящее между это, надгробиями. допустим, Тень снял на бы, если стене, бы и эта темная штука, которая занимался бы растворяется в подобной воздухе. херью, Всё пытаться это настоящая показать какие-то паранормальные вещи, активность, зафиксированная в несуществующие. ходе расследования. И На сам бы их, камеру, ну, но как вы восстановой думаете, удалось ли занимался. И вот Фрэнку я думаю, как бы запечатлеть я это... свидетельство присутствия призрака на этом горном кладбище в Перу? Вы рассказали в году из-за ужасного происшествия. Инцидент, связанный с семьей Уотс, не вдаваясь в подробности, поскольку YouTube не позволяет этого сделать. Отец Криса Уотса был главным подозреваемым после того, как его жена Шеннон и две их маленькие дочери Белла и Селеста погибли. Крис Уотс изначально сообщил о них в полицию. Пропавший без вести, но вынужденные признаться правоохранительным органам в том, что именно он несет ответственность за их безвременную кончину. После его признания Уотсу было предъявлено обвинение, а позже он был признан виновным. Это широко освещаемое событие глубоко потрясло местную общину и сделало его главой государства. На видео, которое вы сейчас увидите, а именно на неотредактированных, необработанных кадрах кинологического подразделения, обыскивающего дом семьи Уотс, зрители заметили некоторые довольно странные вещи на видео. Ну да, видишь, он с собаками. Че, по итогу скажут, что семья пропала из-за духов? Чё? Мне не нужна помощь, типа, no help? Что? Вы заметили, как кинологическая команда входит в дом? На одной из их камер запечатлено нечто похожее на маленькую девочку. На одной спускающуюся из. по Нет, мы не лестнице. увидели, Но только дом вот пустует его из-за камера на одной. продолжающегося расследования. После этого все кажется довольно нормальным до тех пор, пока человек не сможет это сделать. Было слышно, как вы кричите что-то похожее на «нет» или, возможно, «помогите», и это было бы не единственной странной вещью, произошедшей во время их обыска дома. Хотя это не То есть обязательно означает, попалась что это может означать девочка очень на камеру, интенсивную и они травму. услышали что-то типа звука, ну, типа голоса о помощи. Так что это может означать несколько вещей, потому что химический состав тела определенно меняется. О да, абсолютно точно. Вообще, блядь, что за вкидка информации, непонятно. Что? А что они ищут с собакой? Наркотики, блин? Якобы муж с ума сошел и по наркоте что, продал свою семью куда-то?
Как бы у них дом такой, ну, милый. Не чувствуется, что здесь какие-то бомжи там. Ну, точнее, типа, знаешь, спился, снаркоманился и что-то вот. О боже мой! Что это было похоже на детскую игрушку. Может быть, это звучит именно так. Что? Что? Что-то там было такое, что я слышал. Вы слышали, я действительно хихикал, как ребенок. Или что-то в этом роде. Не так ли, откуда это взялось? Вот это расследовать Всё, меня что пришли. он Привет, это пошло здорово. Я прямо там, хихикал, как внутри. ребенок. Она услышала, что кто-то хихикал и говорит, иди ты Но мы зайди запишем послушай. это на заметку. Я слышал это. Я определенно слышал то же самое, что и вы. Да, когда полицейские прочесывают верхний этаж дома, слышен голос. Вот здесь реплей был шепчущий частый, имя. это что такое? А чуть А, позже они, наверное, слышен про детский голос и говорящий хотели мамочка, сказать. мамочка и еще что-то. Это звучит так, словно маленькая девочка хихикает. Он также попал на камеру наблюдения полицейского, несмотря на то, что в доме больше никого нет. Полицейские продолжают обыскивать дом и фиксируют еще более странные вещи. Ну-ка. Ну, полицейские нам же не будут врать. Смотри, у них чердак есть. Может, там кто-то спрятался? Прикинь, батю посадили, а мать просто с детьми, короче, угорнула и спряталась. So there's your attic access right there. Неужели поползут туда? Давай, давай, залазь, нам интересно. Ну-ка, давай. В прачечной отчетливо слышен голос, шепчущий «Я Сиси», и что делает это еще более жутким. Есть так, это Сиси? то, что Сиси – это прозвище дочери Криса Селесты, но на этом жуткость не Нет, заканчивается. ты не обманывай нам. Он спросил, как ты сказал. Спросил, пришли, у вас есть сиси с собой? Нет? Нахуй. Полный блэкаут, шторы. Как бы не судьба открыть шторину, чтобы посветлее это было. Что? Что-то там про дом, да, вот было, типа, вали отсюда, из моего В дома. главной спальне слышится еще один шепчущий голос. Прислушайтесь внимательно, и Слушаем, вы слушаем, услышите слушаем, слова давай. «Это наш дом». Давай. Они продолжают свое расследование, которое приводит Как будто у их них в кто-то подвал дома, отнять это где пытался. камеры видеонаблюдения полицейских фиксируют это. Так уже какой-то другой мужик. О-о-о. Yes, very organized, very clean. По-хорошему, но Внизу в полицейским-то подвале нафиг это кто-то надо. говорил ей шепотом, прежде чем раздался тревожный стонущий звук. А теперь ETF ошеломили зрителей. И тот факт, что они были запечатлены на камеру полицейского, делает их еще более правдоподобными, но если вы Хотя я не задумаетесь, удивлюсь, что даже это ментам единственные странные заняться вещи, нехер которые могут были что-то зафиксированы подобное сделать. полицией в этом доме, где вас ждет угощение. Через месяц после ареста Криса Уотса. Полиция была вызвана обратно в дом после сообщения о том, что видели женщину, прогуливающуюся по дому, и что в гараже То есть все-таки горел его свет. арестовали, Я и включил через эту месяц необработанную, опять... неотредактированную запись с камеры наблюдения, сделанную в ту ночь, когда полиция отправилась расследовать. Был Так. ли кто-нибудь в доме в полицейском управлении Редвуда? Вы окружены, всем стрелять мордой в пол, он говорит. Ой, всем стрелять, всем лежать. Так. Спецназ.
После того, как полицейские вошли в дом, они просканировали все здание, но обнаружили, что там никого нет. Однако зрители Просканировали? заметили некоторые довольно странные вещи на видео. Она пистолет закрывает. Интересно, вот если они тень увидят, они будут стрелять? Да они проверяют, спрятался тут там кто-нибудь или нет? Аманда? Стремно. Вы слышали, как офицер охраняет столовую, слышен голос, шепчущий слово «помогите», а затем другой голос, может быть услышан, было слышно, как он шепчет имя мужчины. Но это был не просто шепот, который они Блядь, Аманда, я запечатлели, не смогу, зрители блядь. тоже заметили это. Переводчик, ты иногда несешь такую, конечно, дичь. За спиной офицера, стоящего на верхней ступеньке лестницы, появляется фигура с детскими глазами, которая выходит из-за его спины. В тот момент никто этого не замечает. Но изображение кажется удивительно четким зрителям этих необработанных, неотредактированных видеозаписей, снятых на камеры видеонаблюдения. Вот такая вот Я фигня, был даже ошеломлен вот у кристально чистыми ментов явлениями бывает в вот, виде вот привидений, такие. запечатленных в доме семьи Так что Уотс, пишите, и что многие думаете, считали это обязательно законным пишите. доказательством. Ну что, мой друг, вот такая подборочка у нас сегодня получилась. Да, она была небольшая, но я надеюсь, что тебе понравилось. Поэтому обязательно пиши комментарии под видео, ведь я очень хочу узнать твое мнение. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.